Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. События на пороге. Или на пороге каких событий вы стоите. Давайте с вами узнаем. И, конечно, это наш общий расклад, прогноз, но, тем не менее, я искренне надеюсь, что он будет своеобразным компасом, который поможет вам разобраться в собственной ситуации, найти свой путь, понять, что происходит сейчас в вашей жизни и что должно быть продолжено. Ну, а от чего-то, может быть, и придется отказаться. Вот давайте рассмотрим вот эти альтернативные варианты. И хоть и общий расклад, опять же, повторюсь, но когда мы смотрим, так устроен человек, поэтому, наверное, мы и смотрим расклады, прогнозы. Каждый ведь думает о чем-то своем. Поэтому настройтесь на наш расклад, как метафоры карт откликаются вашей душе. И вначале все же мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли себя узнать, или вот насколько то, что нам показывают карты, откликается как раз или перекликается с теми событиями жизни, которые сейчас происходят. Может быть, та проблема, которая сформировалась, ну, вот в вашей душе, или вопрос, который покоя вам не дает, чтобы найти решение какое-то, да, насколько вот эти карты, они могут, ну, где-то служить предвестниками того, что, да, действительно, может быть, я послушаю, какой-то альтернативный вариант найду. И в любом случае, я надеюсь, что какие-то подсказки будут, и наш второй расклад поможет вам пережить сложные эмоциональные моменты и найти выход и снять напряжение. Итак, на пороге каких событий вы стоите? Две карты. Вау. 15-й аркан. Какая-то зависимая ситуация у вас просто должна, ну, обязательно закончиться. Вот смотрите, вы даже можете что-то удерживать. Может быть, это вы долгое время не могли принять какое-то решение. И я могу допустить по 15-му аркану, и правда, тут были зависимости от людей или от каких-то обстоятельств, от документов, может быть, да, от законов. Ну, давайте так в общем возьмем. Ну, правда, ведь это очень сложно. Вы чувствуете себя как в ловушке, может быть, даже так. И вы не сделали, может быть, тут будет по-разному. Может быть, это и вы не могли, а может быть, в какой-то момент вы, ну, где-то вынуждены были выжидательную тактику занимать. И вот, видимо, словно пространству надоело вот эта ситуация зависимая, она будет завершена. Вот правда на пороге трансформации вы, мои дорогие, стоите, потому что то, что вас сковывало или превращало, ну, извините за такую фразу, словно в марионетку. Вот нам конкретно в этой колоде показан вот такой соблазнительный молодой человек. И это так вот олицетворяет 15-й аркан. И дальше человек в глубоком разочаровании и никак не может это завершить, потому что его каждый раз что-то дергает, вот как за эти такие вроде тонкие веревочки. Но, может быть, это даже невидимые какие-то нити, которые держат нас прочнее других сильных канатов. Вот, наверное, хотим мы того или нет, но что-то должно завершиться. Если мы спросили на пороге, каких событий вы стоите, вот такие события где-то. Может быть, что-то подобное нам сейчас будут раскрывать карты. Дважды надеюсь, что наш расклад поможет вам снять напряжение. Те, кто на моих двух других каналах, знают, что больше я рассматриваю с позиции позитивной психологии карты. Поэтому давайте будем сами себе психологами. Должны же мы себя вытянуть из какого-то патового положения или из той ситуации, которая, ну, может быть, знаете, это часто совпадает с тем, когда мы чего-то хотим, а оно, ну, никак не складывается в какой-то узор. И вот эта надежда, может быть, она уже и пустая надежда. Может быть, мы сами так, знаете, критическим мышлением понимаем, что ну да тут ждать нечего, но есть что-то такое родное, доброе, что нас держит. Ладно, пойдем с вами вперед, мои дорогие. Что нам расскажут карты о вас, кто же вы, какую нам историю. И это где-то мы можем уже
ориентироваться, что нам будут раскрывать дальше о событиях в ближайшем будущем. Рыцарь чаш. Ну вот смотрите, может быть, ведь это карта хорошего настроения. Вообще люди оптимисты. Вот, это точно. И даже когда вы, возможно, и надеялись какое-то время на других людей или на то, что ну, какая-то ситуация у вас будет меняться. Но на данный момент есть повод для этого оптимизма. И, видимо, либо вы получили какое-то свидетельство, или, может быть, я имею в виду свидетельство как информацию, когда что-то вот-вот может измениться, или, ну, как лед какой-то тронулся, или вот для этого оптимизма есть сейчас больше каких-то поводов, предпосылок, что сейчас, правда, смотрите, скорее всего, меня еще и смотрят интуитивные люди. Может быть, для кого-то это буквально связано с встречей недавней, с каким-то человеком, или, может быть, это совместный какой-то проект, когда вы тоже где-то с головой в это ушли, может быть, и даже какая-то рабочая ситуация, когда у вас намечается какой-то прорыв. Мы все разные. И кто-то смотрит для того, чтобы решить свою задачу по работе, а кто-то в личной жизни. Вот для всех из вас, для каждого, что вас всех объединяет. Вот как я сказала, оптимизм и, может быть, вера в собственные где-то силы, потому что следующий у нас идет праздник после победы, или как 4 жезла, это, знаете, такое совершенство. Поэтому то, что вы сейчас, может быть, предполагаете, что у вас, ну, может быть, учитывая именно внешние какие-то предпосылки, да, действительно, сейчас вот что-то будет меняться. И в этом вы, мои дорогие, правы. Поэтому интуиция, скорее всего, работает хорошо. Может быть, кто-то, даже если по части новых знакомств, ну, может быть, и что-то складывается у вас, но, скорее всего, по этой карте это вы уже зрите в корень или понимаете, даже новый знакомый или новая знакомая. Мне это общение приятно, но я тогда могу сказать, вы готовы не забегать вперед. Вам не хочется совершить какую-то ошибку. Хочется, да, чтобы отношения просто продолжались. Может быть, в виде дружбы, а у кого-то это будет совместное, может быть, сотрудничество по части работы или каких-то достижений. У вас праздник на пороге, но вы этого пока не видите. Или какая-то уверенность. Может быть, это вы сейчас, кстати, анализируете одновременно, что была король мечей, тут может олицетворять такого человека крайне несговорчивого, правда? Часто по этой карте идут специалисты. Это те люди, которые чего-то достигли, или те люди, которые занимают, ну или имеют вес в обществе, занимают какие-то должности, те, которые имеют и рычаги, опять же, воздействия, влияния. Может быть, это прежняя история, которая, ну, она где-то пока еще оказывает влияние на вашу жизнь. Когда-то было очень хорошо, и была какая-то стабильность с этим человеком. Но я могу сказать, что все равно, даже если для кого-то, мы говорим про отношения, и с несговорчивым человеком, да, или который все равно на своей волне, значит, между вами все равно есть какая-то составляющая, что вас соединяет, объединяет, и, может быть, вот в ближайшее время вы получите либо, ну, может быть, СМС или какое-то сообщение, или то, что вот как фундамент ваших отношений, но оно как бы будет все равно продолжаться. Понимаете? Вот я не вижу тут разрыва. Мы смотрим на данный период времени. Ну, то есть это и сейчас, и может быть прежняя какая-то ситуация, да? И даже если ваши взаимоотношения были со знаком минус, они могут переходить в новое русло, они могут переходить в какой-то другой формат, например, да, или, может быть, ну, тут ведь по-разному, у кого-то это может быть и ситуация семейная, может быть, это было даже связано с какими-то разводами, расставанием, но, значит, вы сумели, допустим, отстроить ваши отношения в каком-то новом ключе, если, к примеру, остались нерешенные вопросы по части денег, по части недвижимости, имущества, или остались детки. Вот такое тоже может быть. У кого-то из вас может быть и та история с новым человеком, которая вас вроде бы вдохновляет, но вы тогда видите этого человека, что нет, он о себе много не рассказывает, и мне тут замечтаться нельзя. Мне нужно, скорее всего, сохранять самое себя. Так кто же вы тогда? Вот интересно. И если меня смотрят мужчины, это вы вот где-то в таких более холодных, рациональных энергиях. Я вам тогда
Могу сказать, у меня есть процент, я вижу по статистике, смотрят именно мужчины этот новый канал. Тогда это вы, мои дорогие. Но примите как есть. Вы рассматриваете эти отношения как радость, как получение чувств. Может быть, и, ну, какие-то контакты. Но сказать, что вы во что-то готовы включиться, нет. Включиться в какие-то обязанности, подписание документов или продолжить отношения, когда, ну, вот этот уже формат переходит в новый, или он, ну, где-то с вами соглашается противоположная сторона, то есть избранница ваша, да, девушка, женщина. Но нет, тут вы немножко все равно сами по себе. И, мои дорогие девочки, для вас, посмотрите, следующая карта пятерка Пентаклей, да, она все подтверждает, то, что ваш-то как раз партнер, он тоже сам по себе. Все то, что я только что сказала. Не готов какой-то человек не вкладываться, не развивать. Может быть, приятные эмоции, встречи какие-то, да. Кстати, человек имеет, скорее всего, какое-то прочное положение или вес в обществе. Может быть, и ваша какая-то совместная история, она до этого момента. Тут еще будут еще какие-то или согласования, или переписка, или разговоры. То есть, ну, у каждого по-своему. Но как-то не... Либо вы не видите продолжения. Продолжение именно в вас интересующем ключе, формате или как вы представляете, да, какими должны быть отношения. По пятерке Пентаклей это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания и какой-то недостаток финансовый. Может быть, вы посредством этого человека пытаетесь решить свой вопрос. И, ну, нам пока карты не сказали, что же это конкретно. Но вот смотрите, правда, вы получите сообщение от конкретного человека. Может быть, мои дорогие, у кого-то это будет связано, что вы отправили документы в какую-то инстанцию. Я такое тоже допускаю. И вы все равно оптимисты, вы ждете ответа и понимаете, что, ну, я все равно должна или должен получить этот ответ. И вы знаете, вы его получите. Вот в каком-то контексте, в каком-то размере, скажем, будет отклик от человека или от инстанции, или от вашего общего взаимодействия. Но будьте готовы. И вы, я так вижу, готовы, что следом будет либо какая-то пауза, либо недостаток в договоренностях, но что-то тут не будет вас устраивать. Неважно, кто сейчас смотрит мои видео. Либо это девочки, либо мужчины. Ну, есть все равно какая-то, как камень преткновения или заноза. Но по восьмерке это происходит трансформация. И трансформация, когда тысячи дорог сходятся в одной точке. И значит, у кого-то вы даже можете предвидеть, что мне нужно. И, может быть, вы этим занимаетесь. Мне нужно как-то красиво завершить эти отношения и, может быть, перестать думать и уйти от этого недостатка взаимопонимания. Ну, может быть, и задуматься о финансовой собственной стратегии. Может быть, вы что-то и решаете, но еще пока заключительные аккорды явно не поставлены. Они еще только будут. И тогда, мои дорогие, вам как пространство будет помогать это осуществить. Вот, наверное, как два первых аркана старших, да, которые перевернулись, аркан дьявол и башня. Есть зависимая ситуация, которая уже все равно неизбежна, она будет меняться. Что-то будет, либо, даже если мы смотрим на отношения, они будут либо трансформированы, либо они будут закончены. Тут не будет других вариантов. И вот вы уже стоите на пороге этих событий. По сути дела, нам карты сигнификации об этом и рассказывают вам отсюда полный вперед. Смотрите, у кого-то это будет связано даже со встречей конкретного человека. Может быть, это вы прежде планировали какую-то поездку, да, у кого-то сейчас вы подали документы для того, чтобы иметь возможность отправиться и совершить вот эти важные разговоры с человеком. И, скорее всего, вы эти документы, ну, если банально, виза какая-то, тут у вас что-то сложится. Но все-таки это старший аркан будет говорить еще и о том, что именно трансформация, часто восьмерка жезлов так и трактуется, и аркан колесница. Нам даже карты говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И это карта успеха. Вы на пороге трансформации и успеха, мои дорогие. Ну вот давайте тогда мы с вами рассмотрим, если это как-то перекликается, откликается в вашей душе.
насколько вот этот процесс трансформации, перемен будет продолжаться, насколько это будет актуально. И я повторюсь, изначально это есть либо какое-то ваше, пусть даже интуитивное предчувствие. Но интуитивно это не есть розовые очки, давайте будем реалистами. Все-таки следующая карта четверка жезлов. Тут есть и какой-то просчет, конкретно, ну, может быть, и математический. Или когда вы очень тоже где-то смотрите конкретно на ситуацию и понимаете, что этот человек может привнести в вашу жизнь и чего не будет. Вот есть рационализм. Вы сами за период отношений, может быть, да, научились быть вот в этих жестко холодных энергиях. Нет никаких иллюзий, но есть какие-то нерешенные вопросы, темы. Вот, может быть, вам закрыть какой-то гештальт нужно с этим человеком. А для кого-то это будет либо ситуация по работе, это в лице руководителя, пусть это даже суды, или юристы какие-то, да, тут они тоже нам говорят вот так вот хладнокровно ту правду, как в отношении нас работает закон, или какие наши преимущества и какие наши непреимущества. И эту правду тоже нужно принимать. Пока мы сами себе, ну, где-то надеваем розовые очки, мы ведь не решим этот вопрос. Но оптимизма определенно больше. Ладно, продолжим. На пороге каких событий вы стоите? Чего ждать? Что же ждать в ближайшее время? Путаница какая-то еще будет. Вот, кстати, по этой карте иногда проходят люди, на которых мы не можем ни положиться, ни ответственности потребовать. Почему? А потому что человек быстро так вот как-то переобувается в воздухе, да, есть такая фраза. Или у кого-то это будет сопряжено с тем, что вы информацию будете искать, и будет много разношерстной. По этой карте я всегда говорю, информационный хаос. И нам беспорядок тут показан. Поэтому события на пороге, вот какой-то беспорядок, он еще есть. Он еще продолжится. Не сказать, что вот прямо так сразу, ну, хотелось бы, да, наверное, но будем реалистами, чтобы все в один момент, в одну точку как бы сошлось и разобралось, ну, может быть, и рассосалась какая-то ситуация, и нас это больше не беспокоило. Но нет, впереди вот эта пятерка, опять же, пятерка, недостаток, путаница, неразбериха, да. Если тут взаимопонимание, недостаток и денег, то здесь у нас получается недостаток правдивой информации и недостаток в плане надежности, понимаете? Поэтому как и надежности по информации, так и по людям. Ладно, события на пороге. На пороге каких событий нужно стоять? А ведь правда, тут, знаете, как люди, может быть, вы раньше не были в таких энергиях, мои дорогие девочки, но жизнь вас заставила. Жизнь заставила быть таким жестким реалистом по некоторым вопросам. И про образ Юдифи эта карта я всегда говорю, как известно, отрезала, так отрезала. Вот вы, события на пороге, вы действительно будете сейчас от чего-то отказываться. Вы можете также искать правдивую информацию, и понятно, вы фильтруете, услышали одну новость, перепроверили, видите, что да нет, это какая-то белиберда, отбросили, как будто рассматриваете новый вариант, опять перепроверяете, насколько это жизнеспособно, опять же видите, что нет, тут тоже не все так стабильно, опять это отбрасываете, что-то третье. Вот здесь будете буквально просчитывать поэтапно, может быть, буквально по дням, или свои действия, может быть, составлять тезис-план. Королева мечей всегда надеется сама на себя. Вот, мои дорогие, события на пороге. Надейтесь сами на себя. Для вас совершенно необходимо быть в таких энергиях. Но вы и сами, вас не надо уговаривать. Вы и сами это видите. Но, может быть, еще нужно к этой энергии, энергетике королевы мечей адаптироваться. Это карта интеллекта, мои дорогие. Поэтому интеллект – это не сознание. Вот сознание – это великий шаблон. Это привычка. Это как программа в компьютере, которая есть. И даже сознание, видя, что, ну вот, хоть и есть эта программа, да, но видя, что мы идем, если по программе, мы куда-то не туда попадаем, мы туда не хотим. А другой программы нет, поэтому сознание как нарочно, вот этот окаянный шаблон, иногда хочется сказать, привычка, ну правда, постоянно нам не те советы дает. А интеллект – это высшее знание. И интуиция – это не про магию, нет.
Это тандем пережитого опыта и интеллекта. Есть какая-то тема, которую вы должны продумать, рассчитывать на себя, может быть, и создать. Это уже как событие на пороге. Для себя, наверное, все-таки есть смысл создать тезис-план и быть готовы корректировать это. Но эта карта иногда предвещает вашу популярность. И вот разные же темы, кто смотрит, да, для кого-то из вас, вот пока еще какая-то неразбериха, а если вы смотрите и работаете, к примеру, сами на себя, или пусть даже где-то в организации, и вы хотите построить карьеру, тут тоже элемент популярности есть. Но тогда благодаря вот таким хладнокровным энергиям, когда мы умеем хранить молчание, но это не то молчание, как вызов, нет, то молчание, когда мы просчитываем, анализируем, но это для вас создает определенную такую, знаете, надежную базу. Вверху у вас выпадает 4 жезлов. Праздник после победы. Никак нельзя замечтаться. Замечтаться точно нет. И если мы где-то начнем мечтать, мы попадем вот в этот хаос, мои дорогие. Но вообще-то у нас пара выпадает. Поэтому у кого-то и в личной жизни что-то подобное может быть. События на пороге, что же ждать? Ага. А вот в личной жизни тут можно и ждать. Зависимая ситуация. Я уже не повторяюсь. Я говорила в самом начале, карты живут своей жизнью. Да, может быть, это вы зависите от человека на данный период еще времени. И какой-то последующий, может быть, самые ближайшие. Вы можете, кстати, королева мечей пытается уйти или найти баланс какой-то путаницы, неразберихи, но и выйти-то вот как раз из этого подвешенного или той ситуации, когда это вы попадаете как вот в этих веревочках, когда вас дергают, когда вы зависите от желания человека, а то и от настроения. Сегодня настроение есть, будет тебе букет цветов. Завтра у меня настроения нет, до свидания, 5 пентаклей. И я ничего не хочу понимать, и помогать тебе тоже. И ответственности не возьму. И ничего не сделаешь. Как я уже сказала, не понадеешься, ни ответственности не потребуешь. Человек живет только во власти своих предубеждений. Вот так. Вам хочется это завершить. События на пороге. Вот мне интересно по 5 пентаклей. Но вы все-таки будете завершать, правда. Вы уже смотрите в будущее. Вы, правда, оптимисты. И мы просто, знаете, проводим баланс. Проводим баланс между прошлым и будущим. Это вот как раз вы есть на пороге. Но это не есть, или было бы, наверное, ошибочно, взять вот этот серфинг и так раз и спрыгнуть с этого обрыва или с берега, не дожидаясь волны. Ну и что мы получим? Ничего. И девушка стоит, анализирует, все ли она, как будто дожидаясь волны или удобного момента, все ли она с собой взяла в будущее. Вы будете конкретизировать вот события на пороге. Вы уберете все малозначимое, и, видимо, так как та королева мечей, может быть, пересмотрите даже финансовый доход, вам придется. И я вам должна сказать, что это не будет для вас сложно. Вы тут сконцентрированы сами на себе. И значит, а если для мужчин, ну, где-то смотрите. Может быть, и ваша женщина, если вы смотрите на личную жизнь. Может быть, это вы долгое время тут как-то так думали, что можете управлять какой-то ситуацией. Тогда я не могу вас обрадовать. Скорее всего, тут из-под вашего контроля явно ситуация-то и выходит. Тут, собственно, вы можете поэтому смотреть видео. Ну вот мы для вас, мои дорогие девочки, вы как раз вот из какого-то зависимого положения делаете старт. Но не в один момент. Нужно еще какие-то гештальты закрыть и от чего-то отказаться, словно идти налегке в будущее. События на пороге. Возможности, мои дорогие, смотрите, как здорово. 8 жезлов, вот прямо карта нам показывает. 1000 дорог сходятся в одной точке. Туз жезлов– это всегда возможности. И по тузу жезлов он как делит нашу жизнь на период до и после. Все то, что я сказала. Но вот это и решимость, и решение, и первые действия. То есть вот это подготовка, закрытие каких-то прежних вопросов, гештальтов. А потом полный вперед. Хорошо, события на пороге. Тут конкретно у нас аркан колесница. Волшебно. Паж жезлов. Сделал наш жезл один виток и уже пошел на новый оборот. Это как жизнь с чистого листа. Вы получите еще какую-то новость.
или вы получите какое-то подтверждение, согласие. Может быть, я допускаю, у кого-то это будет при взаимодействии с вашими детьми или новость от детей, которая тоже на вас будет, ну, к примеру, меня ведь смотрят разные люди, и кто-то, может быть, находится, ну, и в личной вот такая вот сложная история. Но и дети-то у вас взрослые. Вот здесь и дети, я могу предположить, тоже где-то во взаимодействии с вами или будут вам, к примеру, помогать, или от них будет какая-то весть, поддержка. Но так или иначе, вам могут еще что-то предложить, ведь пажи – это всегда вестники. Но я должна сказать, основа этой карты – это когда мы выбираем новый путь. Вот как этот жезл, который выходит на новый оборот, а вверху аркан колесница. Вот смотрите, очень логично выпали карты, когда вы сейчас пытаетесь красиво выйти из какой-то ситуации. Причем действуйте очень осторожно. И это где-то сейчас, да, и это буквально на пороге, мы ведь спросили. И все карты показывают, потому что где-то значение выпавших карт, которые описывают, что на пороге или что вот буквально в ближайшее время, они перекликались с теми событиями, которые нам прежние карты уже описывали. Вы очень здраво оцениваете ситуацию, и в этом вы сильны. Мои дорогие девочки, тут для вас какая-то более с преимуществами позиция. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть, это вам нужно что-то передумать или изменить. Не надеяться, что в реку войдете дважды. И вот эти две карты тут ведь тоже говорят, тебе надо трансформироваться. Тебе нужно пересмотреть. И не совсем это тут игра в одни ворота. Если это касается отношений, ну, значит, нужно думать, принимать какие-то решения. Может быть, вы и сделали, мои дорогие, очень многое, но вторая сторона не откликается. Тогда тоже нужно делать выводы и, может быть, в будущее идти и не оглядываться назад. Тут ведь тоже ваша внутренняя какая-то трансформация должна пройти. Может быть, в сторону и новых отношений. Но тогда примите как совет, который исходит от карт, что тогда вам отношения нужно выстраивать в каком-то новом ключе. Повторюсь, игры в одни ворота не будет. Может быть, вы и искренне, но как-то, видимо, противоположная сторона вас не всегда правильно понимает. Все-таки мы все разные, перекладывайте на себя. Давайте мы узнаем, что же в ближайших событиях будет для вас неожиданным. То есть вот эти неожиданности, которые могут быть, ну, буквально тоже на пороге, вот-вот в вашей жизни. Перевернулась карта искаженного восприятия. Сохраняйте оптимизм. Сохраняйте, то есть нужно не оборачиваться где-то назад, это правда. Не надеяться на авось, но и не устраивать себе философию на мелком месте, глубокую. Потому что если мы говорили, розовые очки на себя нацепим на нос, да, ну, это мы видим в радужных каких-то более тонах, ну, а в реальности она другая, она потом все равно нам о себе напомнит. Но и если мы устраиваем себе глубокую философию, мы же тоже в этом эмоциональном, как колодце, мы падаем и никак не можем оттуда выбраться. Поэтому вот нам девушка изображена, в зеркало смотрит, но видит не то, что есть. Вот для вас нужно видеть то, что происходит в моменте здесь и сейчас. Вот такая подсказка. И это мы на неожиданности, поэтому ну давайте приготовимся. Что же там, как событие на пороге, неожиданные, может быть, события на пороге, каких неожиданных событий вы стоите? А тут будет, может быть, какой-то возврат, какой-то дежавю. И я не исключаю, что здесь и приятные эмоции. Тут можно перевести какие-то отношения, сразу скажу, в дружбу. В этой колоде карт это, правда, может быть какое-то новое взаимодействие с человеком. Поэтому даже если вы хотите вернуть человека или, ну как вернуть, тут я бы не сказала, что можем замечтаться. Но как дружба, или для того, чтобы решить какие-то вопросы, если это касается судов уже, да, или, ну, не решены вопросы имущества, с детьми там что-то связано у вас, то все равно придется общаться.
Поэтому, ну, если и не будет какого-то полного доверия, то взаимодействие можно выстроить в более такой лояльной тональности. Это факт, потому что эта карта будет говорить, что все равно вашу пару будет связывать что-то доброе. И вот от этого оттолкнитесь. Правильные диалоги какие-то могут состояться, и это будет для вас неожиданно. Давайте еще что неожиданно, как на пороге. Ну, колесо фортуны. Вы сейчас как на гребне волны или на гребне вот этого колеса. Колесо всегда цикличность. Не теряй времени, нам говорят. Да, придется быть дипломатом, мои дорогие. Как вот эта девушка, волшебный танец, на ободе вращающегося колеса. Да еще и на одной ноге. Волшебный танец. У нее получается. Вот у вас что-то получится. Но, видимо, не думать, что вот эта обстановка, ситуация, возможность повторится еще раз. Куй железо пока горячо, вам нужно с чем-то определяться. И знаете, если вы достигаете какой-то победы или согласования, или вот ну что-то идет в руки, уделите этому внимание. Тут у каждого будет по-своему. Тут вам судьба дает какую-то возможность, как фортуна на вашей стороне. И вам мало того, что нужно, ну я даже вижу, с чем-то согласиться. Тут просто будет у каждого по-своему. Или согласовать, а не согласиться. И потом действовать в таких же энергиях какое-то продолжительное время. Вам это будет помогать. Держать руку на пульсе. Чего-то не упустить– это факт. Что же еще неожиданно? Праздник, мои дорогие. Может быть, вы узнаете какую-то, кстати, новость, которая больше ясности для вас внесет. У кого-то это могут быть отношения, которые мы называем любовный треугольник. Может быть, и человек сделал какой-то выбор. Кто знает. Но, тем не менее, праздник будет. Вы для себя что-то проясните. Видимо, благодаря тому, что как-то сложатся так события очень правильно. Вы чем-то останетесь довольны. Может быть, и человек, кстати, останется довольным. Кстати, и человек может думать, что у него получилось что-то осуществить. Но это не совсем про вас. Ну ладно, для вас неожиданности. Ну вот, будьте как королева Пентаклей. Она более чем реалистка. И она довольна собой. Это, знаете как, из хаоса навести порядок, благополучие построить даже с нуля, когда полное зеро, когда нечего оттолкнуться разве что только от дна. Решить вот эти сложные вопросы, которые касаются взаимопонимания вверху пятерка пентаклей и вопросы недостатка финансов. У вас какая-то задумка, может быть для вас событие на пороге. Если у вас творчество, какое-то дело по работе, явно будет какой-то прорыв. Вы уже можете сейчас, тут меня разные люди смотрят, для кого это личное дело, да, или личный даже бизнес, который, ну, может быть, притормозился. Вы тоже смотрите расклады и думаете, да елки-палки, почему все на какой-то паузе? Или почему у меня тут, может быть, и, кстати, у кого-то этот бизнес зависит от внешних событий, я такое тоже могу предположить. И там что-то пробуксовывает, потому что, ну, в каком-то более высоком формате мировом некоторые есть перемены, и вы ждете, что, ну, будет больше ясности. Вы ждете буквально. Как прыжок вот в это будущее вы не можете совершить, потому что вот-вот ожидаются какие-то соглашения, подписание каких-то важных бумаг, документов, и на вас это напрямую оказывает влияние. У вас тут все сложится. Пусть это какое-то свое время. Не совсем эта карта говорит, что ну вот прямо на 100% и буквально сейчас или завтра это произойдет. Но у вас появятся возможности стабилизировать какую-то ситуацию, остаться довольным, передохнуть, мои дорогие, вот это тоже, потому что королева Пентаклей уделяет внимание своему имиджу, своему отдыху. В конечном итоге имидж для вас тоже имеет значение. Может быть, даже если мы говорим о карьере, да, встречают нас по одежке. Это провожают уже по уму. Но все-таки первое впечатление, оно самое яркое. В неожиданностях вы сами можете задуматься о том, что нет, мне нужно изменить мой график работы, мне нужно изменить мой образ жизни. И это вот может быть даже для вас неожиданно. Кто-то на какую-то оздоровительную программу может согласиться, а кто-то на новый бизнес-проект. Вот здесь нет ничего невозможного.
для королевы Пентаклей. Это та или единственный персонаж в колоде, который сказку умеет сделать былью. Опять же, надеется сам на себя. Здесь и могут быть вопросы семьи, дома, денег, какой-то конкретики, все то, что касается вашего благополучия. Но здесь с колесом фортуны возможности к радости идут в вашу жизнь. Ладно, что еще неожиданные события на пороге? Ну вот, наверное, избавиться вот от этой пятерки, это карта разочарований, когда мы в один миг можем, вот как эта девушка, она лениво протягивает ножку и переворачивает последнюю чашу, предпоследнюю точнее, последняя рядом с ней, какие-то там сокровища. А здесь про образ отрицательных эмоций, разочарование, апатия, депрессия, недопонимание вот всего того, что нас ввергло, может быть, в какой-то очень сложный жизненный этап, и мы вот, может быть, ни вправо и ни влево не могли, а теперь можем. И сейчас вот эти эмоции уже выльются в этот омут и скроются в нем, и мы об этом забудем. Какая-то трансформация, вы правда, у вас происходит, причем к этому еще и способствуют неожиданные события. И может быть еще и ваше правильное взаимодействие с конкретными персонами. И если я такое допускаю, сложно поделить на белое и черное нашу жизнь. Может быть, некоторые контакты и нужно продолжить. Почему? А потому что для вас это какая-то удачная обстановка, удачное событие или удачное продолжение. Но тогда вы реалиста, вы понимаете. Так, если что-то пойдет не так, я быстренько это сведу к финалу. У вас очень сильная позиция. Какие еще неожиданности? Ну вот, наверное, быть вот как это, или находиться в этой энергии королевы Пентакли, которая, ну, она в реальном дне. И если сегодня что-то складывается не очень хорошо, она себя мучить не будет. Почему это так сложилось? Она все-таки оттолкнется от того, что у нее есть на данный момент. И найдет способ себя похвалить и как-то перестроить. Перестроить свою жизнь, перестроить, ну, отношение, может быть, к работе, улучшить свое здоровье даже, да, то есть самые разные сферы. И вот эта позиция, она вам, ну, просто необходима, потому что какие-то неопределенности, они будут продолжаться. Может быть, для вас совершенно необходимо, словно, знаете, вот это вот аркан колесница, это полный вперед. Но это полный вперед, когда мы исследуем, как в сумерках, непознанную землю без карты. Вот примите к сведению, что да, жизнь выходит, как я говорила, на новый оборот или новый виток, но это происходит, когда еще тысячи неопределенностей. И не все встало по местам, нет. Что-то еще будет где-то провисать, словно, пролоббировать, да, вот не так быстро все решится, не так все быстро закончится, мои дорогие, вам нужно себя сохранять. Какие бы тут неожиданности не были, э, примите к сведению, карта Луна нам говорит, избегай, как и конфликтов, умей уходить от какой-то конфронтации, никому не выноси вердиктов, не говори «да» или «нет», не подписывай каких-то важных бумаг или соглашений, когда ты буквально берешь за кого-то ответственность. И второй момент – избегай толпы. И даже если эта толпа на работе, в организации вашей, такое часто бывает, какие-то коалиции собираются, одна против, другая за, к примеру, руководитель. И вам и не в первую, и не во вторую, вы сами по себе. И для вас это безупречная позиция, тем более, что у вас выпадала королева мечей. Это в неожиданностях, вот самого разного рода неожиданности. И я могу тогда допустить то, что сначала приходит криво, косо, непонятно, или вы видите для вас это, ну, вроде, да ничего там хорошего, да, или никаких перспектив. А потом это переворачивается и откроются перспективы. И могут быть такие метаморфозы, когда наоборот, мы где-то видим, думаем, что нужно вот именно так вот это продолжать, то тоже будет что-то меняться и словно переворачиваться, вот как это колесо. Где-то настройтесь на то, что вот я вам говорила, наверное, все последние, ну, последние карты. Да и, собственно, я бы сказала, у нас с первой карты, наверное, два аркана, которые перевернулись. Аркан 15-й, дьявол и башня. Ну, правда, разрушаются какие-то зависимые ситуации. Давайте мы тогда с вами
Спросим, к чему же все идет, мои дорогие? К чему вот эти события, которые приходят, может быть, врываются в вашу жизнь? К чему это вас приводит? Какой там свет в конце тоннеля или к какому знаменателю мы можем привести? Вот правда, тут у вас что-то меняется, трансформируется. Мы не можем отменить некоторые процессы. И, может быть, для вас где-то пространство вам помогает. Посмотрите, предыдущий ряд. Это как событие неожиданное на пороге. Вам, правда, может жизнь предложить какой-то вариант, который вы даже не продумывали, и вам придется взаимодействовать с тем, что вам предлагают, потому что по аркану башни мы должны словно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Будьте внимательны, это к чему все идет. Включите полностью интуицию свою, словно она должна иметь первый или главный вес в вашей душе. Тут вы можете что-то просчитать, но помним, интуиция – это не иллюзия. Вам придется себя, мои дорогие, сохранять. Девятка жезлов, искусство мелких шагов. Собственно, по аркану Луна тоже. Ладно, давайте мы спросим, так к чему же все идет? Но пока, видимо, что-то не завершается, но вам словно нужно успеть что-то ухватить, решить, разобраться. Может быть, такая спорная ситуация с учетом аркана башни. Сделать что-то, как вы прежде не поступали. Или когда вы даже не рассматривали какой-то вариант. Но здесь помним, что у аркана башни, ведь прообраз башни – это тюрьма. Это нас прежде словно что-то держало, опять же, в рамках. И теперь это рушатся вот эти рамки или зависимая ситуация. И мы выходим из, как, знаете, из какого-то плена или из какой-то, ну, ограниченности. Или, я имею в виду, даже это может означать где-то, когда мы не могли с кем-то провзаимодействовать или найти какого-то нужного человека. Или мы сами были в ограниченной финансовой какой-то истории, то здесь вот все равно то, что вам мешало, это теперь отступает. Ладно, к чему это все идет, но это не есть очень просто. Тут действительно нужно себя сохранять. Умеренности. Тут вам высшие силы, буквально ангелы помогают. Может быть, по этой карте еще и Его Величество случай. Не случайные случайности. Будьте внимательны. Карта башни – это тоже где-то про неслучайные случайности. И вам придется как-то поступить, как вы прежде не планировали. Вот к этому будьте готовы. К чему все идет? Мои дорогие, смотрите, у нас пара выпадает. Но кто-то может договориться. Это правда. Договориться в том формате, который, ну, как совершенно необходим. Это может говорить еще и две карты, и о семье, когда для кого-то состоится примирение, мои дорогие. Вот правда. Причем это та ситуация, когда вы, возможно, ну, мы все разные. Я, к примеру, вот такая ситуация, когда вы с чем-то согласитесь. Но я не могу сказать, что вы вот прямо душой согласны. Нет, но есть что-то хорошее, и есть то, что вас соединяет. И в наше турбулентное время вы будете сохранять отношения или где-то пойдете, может быть, на перемирие, потому что, ну, так полезней, так правильней. Вот, но это будет касаться тех отношений только, которые длительное время, может быть, длились, и вас что-то связывает, вас что-то объединяет. Мы все разные. Для кого-то из вас вы можете найти или встретить даже нового человека, мои дорогие. Ведь мы смотрим, к чему все идет. Может быть, для кого-то вы отказываетесь от прежних отношений, те, которые не шли никуда, те, которые уже давным-давно, ну, понятно, там, сколько ни надейся, но правда она в каком-то новом ключе. Тогда вот это не случайная случайность. Это как знакомство с каким-то человеком. И пусть, кстати, этот человек может быть, я допускаю, даже лицом каким-то официальным или лицом, который, ну, тоже какую-то сферу влияния, тем не менее, имеет. Но он будет вам ближе по духу. Поэтому я все равно вижу, даже если для кого-то, кто смотрит, заканчивается прежняя история любви, взаимоотношений, отпускайте, мои дорогие, не оглядывайтесь. Ваш человек придет в вашу жизнь. Да, это не будет буквально завтра. Или, знаете, мы пока некоторые гештальты, опять же, не закроем. Место занято.
Вы его должны освободить, и мы об этом говорили. Новый виток, к этому нужно быть готовым. Но, правда, и личную жизнь, и финансы, и взаимоотношения здесь в каком-то правильном ключе или в правильной организации можно построить. Ну, наверное, сами высшие силы как-то медленно, но верно вас выводят вот из этой башни, из какого-то периода ограничений. А может быть, это вы, мои дорогие, становитесь более, ну, наверное, так вот внимательным к тому, что происходит вокруг вас, какие люди приходят в вашу жизнь, что вам предлагают или что уходит. Вот эта стратегия, тактика, чтобы себе не навредить, она приносит волшебные результаты. Ну, это правда. У кого-то смена статуса по работе, смена статуса по личной жизни. Вот интересно, тут ведь, знаете, у кого-то может быть очень важное примирение и заключение не только взаимоотношений, а когда вы, может быть, договоритесь и на какие-то оформления. Или важные, ну, тут у каждого по-своему, конечно, но это то, что как основа отношений. Может быть, и вы, мои дорогие мужчины, кстати, возьмете за кого-то ответственность, потому что есть очень важная женщина в вашей жизни. Аркан императрица также говорит для тех, кто смотрит видео, дипломатия совершенно необходима. Баланс, да, в первую очередь, где-то и финансовый, между работой, может быть, и личной жизнью. Карта императрицы – это та, которая любит всех своих близких. Это та, которая может не просто вот когда прелюдия, вот эта карта, я говорила, королева Пентаклей, отстроить даже с нуля благополучие. Но значит, если вот вы смотрите, у вас по жилью там что-то нерешенные вопросы, может быть и по части семьи, есть возможность все это сложить в каком-то более правильном организации или в правильном ключе, как-то вот сделать из того, что, может быть, было разрозненным какой-то предыдущий период, ну, что-то единое, как, вы знаете, может быть, мозаика есть, да, но вот из маленьких стеклышек или из маленьких каких-то пазлов мы складываем шикарный узор. Это вот как раз по части императрицы. То есть тут сразу несколько сфер жизни проходит, и в том числе личная жизнь не исключение. Так вот, интересно, к чему все идет. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, но даже на отношения, ведь тут тоже надо работать. Рутина какая-то. Хотя карта обещает деньги, но вообще это, я часто говорю по восьмерке Пентаклей, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому даже отношения тут уж тут, да, ну, в каком-то определенном ключе складываются. Может быть, не на 100%, как мы бы этого хотели, а вот по-другому, как будто никак. Или на работе, опять же. Ну, вот как эта императрица. Она умеет правильно расставить приоритеты. И вам где-то придется расставить, а потом еще и продолжать. Ну и над отношениями тоже работать. Но посмотрите, если была прежде пятерка пентаклей, то теперь какой-то и финансовый прорыв или финансовая какая-то смена, да, прежней парадигмы, когда, может быть, и было из нуля в рогожечку, а здесь вы добавите нового творчества или, может быть, у кого-то через обучение, это как освоите какую-то профессию, вот как навык, да, когда не нужно сидеть в университете и учить академические какие-то знания получать, а вы получаете за несколько месяцев какую-то профессию, и для вас это вторичный доход, а главное, это вы теперь императрица, вы себя более уверенно чувствуете, и это относится ко всем. Мы сами, по сути дела, строим свое благополучие, свое счастье, ну и свой финансовый плюс. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.